В доме престарелых «Светлый рассвет» начали происходить странные события. Пожилые женщины одна за другой жаловались на головокружение, тошноту и боли в животе. Но когда медсестра Анна провела ультразвуковое обследование у 80-летней Лидии, она не могла поверить своим глазам. «Это плод», — дрожащим голосом произнесла Анна, глядя на экран. «Вы уверены?» — спросила Лидия, приложив ладонь к животу. «Абсолютно», — подтвердила Анна. Но на лице пожилой женщины не было шока. Лишь тревожная задумчивость, словно она чего-то боялась. Анна собиралась задать еще вопросы, но в комнату вбежала сиделка София с другой пожилой женщиной, Эвелиной, которая чувствовала себя плохо. Симптомы были те же. Анна, следуя интуиции, сделала УЗИ. На экране вновь появился плод. «Это уже не совпадение», — прошептала Анна. «Что со мной?» — спросила Эвелина. «Вы беременны», — прямо сказала Анна. Эвелина не вскрикнула и не рассмеялась. Она лишь напряглась и отвела взгляд, будто знала больше, чем говорила. Когда София предложила сообщить директору, Эвелина неожиданно схватила Анну за руку с пугающей силой. «Нет, вы не имеете права никому рассказывать». Она ушла, оставив девушек в напряженной тишине. Что-то было не так. Эти женщины были не просто беременны. Они что-то скрывали. «Нам нужно разобраться самим», — сказала София, и они начали наблюдение. Дом престарелых представлял собой старую усадьбу, разделенную на мужское и женское крыло. Контакт между жильцами происходил только под присмотром, исключая возможность интимных связей. Камер в комнатах не было по этическим причинам, но коридоры и холлы контролировались. С разрешения охраны Анна и София получили доступ к архивам видеонаблюдения. Спустя пару часов они заметили странное. «Посмотри!» — Анна указала на экран. «Это же мистер Карвер». На видео охранник, обычно работающий у ворот, шел по коридору женского крыла, следуя за Лидией. Вдвоем они скрылись за углом. Через несколько минут Карвер вышел обратно, поправляя форму. «Подозрительно», — нахмурилась София. «Он вообще должен быть в отпуске, разве нет?» Чтобы не раскрывать подозрений, девушки спросили у старшей сиделки Рэйчел. «Мистер Карвер?» — переспросила она. «Он уже 3 месяца на больничном, у него грыжа. Иногда навещает свою мать, миссис Маргарет, она здесь живет». Анна и София переглянулись. «Его мать здесь?» «Уже несколько лет», — подтвердила Рэйчел. «Но если Карвер на больничном, кто тогда был на видео?» В последующие дни Анна все больше чувствовала. В светлом рассвете происходит нечто пугающее. Беременности не были случайностью. «Что, если Карвер вовсе не Карвер?» — шептала она Софии. «Или, хуже того, он не единственный. Может, это эксперимент? Или что-то потустороннее?» Тихо добавляла София. Они начали следить за миссис Маргарет. Женщина играла одну и ту же мелодию на пианино, словно загипнотизированная. Когда Анна попыталась с ней заговорить, та вдруг прервала музыку и холодно сказала: «Они возвращаются. Мы дали им дом». Эти слова эхом остались у Анны в голове. В ту же ночь, просматривая записи, она заметила деталь. После визита Карвера к Лидии в ее комнату заходила Маргарет. Камеры не показывали, что происходило внутри, но потом обе вышли, с удивительно синхронной походкой. «Думаешь, Маргарет замешана?» — спросила София. Анна только покачала головой. Расследование стоило продолжить утром. Но ночью Анна проснулась от вибрации телефона. София писала: «Иди в холл». Маргарет снова у пианино. Но она не одна. В полутемном зале Анна увидела несколько пожилых женщин, стоящих в кругу, с руками на животах. Маргарет играла в трансе.
В центре круга стоял мужчина в форме охранника. Анна сделала шаг вперед, и тогда он обернулся. Это был Карвер, но его глаза были черными. «Ты не должна была это видеть», — прошептал он. На следующее утро Анна проснулась в своей койке. Все выглядело нормально, но София сидела рядом. «Ты помнишь?» «Помню», — кивнула Анна. «Это не сон». Из страха они решили молчать, но знали, светлый рассвет скрывает больше, чем кажется. Постепенно беременностей становилось все больше. Лидия, Эвелина, затем еще 2 женщины. Одни говорили, что ничего не помнят, другие замыкались в себе. Но в их взглядах была тревожная тайна. Когда беременность подтвердилась у 5-й женщины, Хелен, стало ясно. Ситуация вышла из-под контроля. Анна и София сообщили директору. На экстренном собрании строгая Маргарет Уилсон сказала: «Это невозможно, но мы не можем игнорировать происходящее. Усиливаем охрану. Родственники только с проверкой. Наблюдение круглосуточно». 2 месяца все было тихо, пока Анна не вошла в смотровую к миссис Хелен. Женщина выглядела неспокойно. Лоб блестел от пота, хотя в комнате было прохладно. «УЗИ. Это просто проверка», — мягко сказала Анна. Но на экране вновь появился плод. «Господи, вы беременны», — прошептала она. Хелен отреагировала слишком правильно. Без паники, лишь сдержанно. Когда она резко встала и задела стол, с ее руки слетел кусочек кожи. Под ней была гладкая молодая кожа. Анна замерла. Сердце бешено стучало. Она стянула остатки маски. Перед ней стояла не старуха, а женщина не старше 30. В комнату вбежала София с коллегами. Хелен, теперь разоблаченная, попыталась сбежать, но ее схватили. «Пожалуйста, не говорите им. Они придут за мной», — рыдая, умоляла она. «Кто они? Почему ты притворяешься?» — потребовала Анна. «Мы никогда не были старухами», — прошептала Хелен. «Нас 5. Мы сбежали из тюрьмы. Это все маскарад. Они сделали нам документы, дали эти маски. Наши мужчины все спланировали». У Анны задрожали руки. Она позвонила в полицию. «Алло, у нас срочная ситуация. Приезжайте». Детектив Мэнсфилд допрашивал Хелен прямо в смотровой. «Кто вы? Почему здесь?» Хелен призналась. «Мы нашли дыру в ограде тюрьмы и сбежали. Нас спрятали здесь под видом старух. Маски, поддельные документы, манеры — все было отрепетировано. Но страх разоблачения давил». Она добавила: «Остальные не знают, что я рассказала. Если узнают, убьют меня». «Мы защитим тебя», — пообещал детектив. «Но ты должна помочь нам поймать остальных». В ту же ночь всех старушек задержали. Маски срывались одна за другой. Кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то пытался убежать. Но все было кончено. Мужей быстро вычислили и арестовали за пособничество и подделку. Светлый рассвет погрузился в шок. СМИ взорвались заголовками. Неделями позже Анна и София все еще обсуждали случившееся. «Если бы мне рассказали эту историю, я бы решила, что это сценарий дешевого триллера», — сказала София. Анна кивнула. «Но это не фильм. Это было здесь. Настоящая, жуткая правда. И в ту ночь они обе знали. Реальность всегда страшнее вымысла». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.